Ну что, друзья, давайте приступим к созданию нашего махового шара. Первым делом нам нужно подготовить грунт. У меня здесь обычная земля, глина и опилки. Можно опилки заменить кокосовым субстратом, даже будет лучше. Но у меня вот были под рукой опилочки, такие, как и дамы, тоже вполне себе хорошо живут и растут. Берем водичку, все это проливаем и как следует все перемешиваем. Глина здесь используется для того, чтобы наш шар держался, собственно, да, просто из обычной земли он держаться не будет. Как следует перемешиваем субстрат. Старайтесь не делать его слишком мокрым, потому что будет сложно из него лепить. Перемешали, перетерли, особенно вот к глине стоит уделить внимание, чтобы не было больших ее кусков. Вот у меня, например, есть для пересадки такие литопсы, давно ждущие своего часа. Можно взять прям вот так вот с горшечной землей и аккуратно облепить субстратом. Для литопсов не нужен большой земляной шар, чтобы они лучше смотрелись в кокидаме. Поэтому не переусердствуем. И немножечко вот так прижимаем их по центру. Такой получился шарик у нас. Видите, как здорово. И теперь будем накладывать на него мох. Итак, теперь берем леску, обычную прозрачную леску. Берем наш земляной шарик с литопсами и аккуратно начинаем покрывать его мхом. Мох я собирала накануне утром, поэтому он у меня не засохший. Если вы собрали мох давно, он уже успел подсохнуть, то, соответственно, его перед обмоткой нужно опрыскать, как следует намочить. Подбираем кусочки, так чтобы они примерно подходили по размеру. Вот отсюда идеально ложится, видите? Так, чтобы нас литопсы не закрыло. И тоненькой лесочкой начинаем закреплять мох на шарике. Мне нравится делать именно леской, а не проволокой, потому что леску меньше видно. Вот, потихонечку закрепляем. Я начинаю с верхней части обычно, чтобы к низу подобрать те кусочки мха, которые уже останутся по остаточному принципу, скажем так. Все приматываем и добавляем новые кусочки мха. Их уже приматываем по одному. Стараемся подбирать в нужном нам направлении, чтобы мох не смотрел во все стороны, в разные стороны. Мху вообще на самом деле питания нужно очень мало. Достаточно будет его увлажнять. И все. Сейчас, кстати, на этом этапе тоже можно придавать форму нашему моховому шарику. И аккуратненько покрывать его мхом. Вот здесь, видите, как хорошо совпало. Можно делать не только круглые кокидамы, но и вот такие вот, как у меня, грушевидные. Мне вот кажется, с суккулентами они смотрятся интереснее, как грибочки такие. Вот маховая кочка из литопсов, земли и мха у меня получилась. Лески остался, видите, вот самый конец. Для того, чтобы ее закрепить, я использую вот такую вот флористическую проволоку. Привязываю к ней, ну, делаю такую петелечку, скрепочку. Привязываю к ней леску. И куда-нибудь в незаметное место скрепочку эту погружаю. Вот у меня и конца не видно, и закреплено плотно. Вот такие вот маховые кочки можно как подвешивать, так ставить и просто в чашечку. Вот так, например. Если вы используете суккуленты, то их не обязательно поливать. Их можно просто опрыскивать. А о других растениях мы поговорим чуть позже.
Вот такие маховые шарики у меня получились. Главное, чтобы с ними коты не играли. А поливать их нужно следующим образом. Для суккулентов, вот в частности для литовцев, нужно опрыскивать раз в 2-3 дня просто из пульверизатора вот так вот внешне. А для растений типа вот хлорофитума, например, нужно проводить 1-2 раза в неделю в зависимости от влажности в доме. Следующую процедуру. Берем большую миску воды, погружаем туда нашу кочку маховую, ждем 20-30 минут, напиталась кочка, подняли, над стаканчиком поставили, лишняя влага стекла, и можете снова вешать свои интерьерные маховые композиции. По-моему, очень здорово, просто, и растения здесь, кстати, не вырастают большими. Чтобы вы понимали, это как бонсай, и искусство, собственно, оттуда же и пришло. Растение будет небольшое, оно будет развиваться, расти, и примерно раз в полгода этот маховой шар нужно перебирать и обновлять в нем грунт, либо подкармливать.